Не так давно я выпустил видео про ИИ для сапера. Это был старт новой рубрики на моем канале. Если не смотрел, то очень рекомендую к просмотру. Ссылка справа сверху. Для нас же тут важен тот факт, что этот проект я писал на питоне. Это был первый проект на этом языке за примерно 3 года. Стоит ли говорить, что это огромный срок, за который я написал огромное количество объектно-ориентированного кода и, как следствие, приобрел много опыта программирования. Этот самый опыт помог мне взглянуть на Python совершенно по-новому. Ведь раньше мне не особо нравилось ООП в нем, и я почти никогда не прибегал к этому подходу в этом языке. Причем это был как раз тот проект, где я получал кайф буквально от каждой написанной строчки кода. Я настолько проникся этим, что решил сделать отдельное видео. Видео о том, почему, на мой взгляд, любой человек, который уже имеет опыт в программировании, должен попробовать хотя бы для удовольствия написать какой-нибудь свой проект на питоне. Привет, меня зовут Денис, сегодня я расскажу о том, что делает питон настолько великолепным и почему он может и должен приносить удовольствие от работы с ним. Будет интересно. Приятного просмотра. Если ты являешься моим постоянным зрителем, то знаешь, что я считаю Python языком для опытных программистов и что он категорически противопоказан новичкам. О том, почему это так, я рассказывал в видео по подсказке справа сверху. Тут важно понимать, что все плюсы этого языка программирования в полной мере сможет раскрыть только опытный кодер. И все, что я буду сегодня говорить, будет относиться только к ним. Ну и еще одна небольшая ремарочка. Хочу напомнить вам про мой Boosty, где я учу людей разрабатывать плагины для Minecraft. Так что если тебе интересна эта тема, подписывайся. Подписка недорогая, стоит всего 250 рублей. За нее ты получаешь целое замечательное, охрененное, бесподобное видео по разработке плагинов для Minecraft в неделю. Переходи, подписывайся, ссылочка, как всегда, в описании, QR-код на экране. Ну, а первый и один из самых важных преимуществ Python — это синтаксис. Боже мой, о нем можно говорить вечно. Без шуток, у Python, наверное, лучший синтаксис в плане скорости написания кода. Тут я хотел придумать шутку про то, что он состоит на 100% из сахара, но я что-то ни с чем не смог его сравнить, потому что, даже в сахаре нету столько сахара, сколько в синтаксисе Python сахара. Но разве это плохо? Python — это язык высокого уровня, то есть он не предполагает глубокую работу с памятью, просчитывание каждой миллисекунды работы кода, учитывание того, что операция деления — самая медленная математическая операция в программировании и прочей низкоуровневой чуши. Нет, Python — это про другое. Python — это когда ты 3 минуты пишешь код, а потом 2 часа рассказываешь другу, что на Java-то этот код был бы на 4 строчки длиннее и не был бы таким красивым, охрененным и бесподобным, потому что в конце строчек в Java стоят точки с запятой. Синтаксические конструкции этого языка просто великолепны. Лично я огромный фанат ключевого слова in в условиях. Это, наверное, самое гениальное и, можно сказать, эргономичное, что придумали программисты. Это вершина синтаксической эволюции. Лучше могут быть только голуби в Atomic Heart. Ключевое слово contains — это здорово. Но когда я хочу проверить, находится ли заданный мною элемент в списке, я всегда почему-то пишу сначала сам элемент, а уже потом вспоминаю, что нужно вызвать метод contains у списка, что заставляет меня тратить лишнее время на исправление. Еще одна безумно крутая вещь — это, как ни странно, тоже ключевое слово in, только в циклах. В Python нету никаких циклов, кроме for each. То есть в любом случае, всегда, когда ты запускаешь цикл for, ты работаешь со списком. Но подожди-ка, Бевра, а как же быть с ключевым словом in range? Так это не ключевое слово, это комбинация из великолепного, бесподобного и незаменимого ключевого слова in и функции range, которая, приняв несколько параметров, возвращает список из целых чисел в заданном диапазоне. Человек, который придумал настолько говорящую конструкцию цикла for, это гений. По сравнению с C-подобными языками, это просто божественно. Вообще, синтаксис Python примечателен тем, что в нем как бы нету ничего лишнего. То есть вот в других языках у нас всегда есть некая такая перегрузка интерфейса. То есть под интерфейсом я понимаю само достижение каких-то целей в рамках написания кода. И вот в других языках программирования ты можешь достичь одной цели разными способами. Например, хороший пример — это if-else и switch case. То есть ты можешь написать много условий посредством свитча, а можешь просто написать целую цепь из else-if'ов и, собственно, работать это будет одинаково. В Python же такого нет. Там в принципе не существует свитча, а достигнуть такой цели, как цепь условий, ты можешь только else-if'ом. И на самом деле вот такая вот тенденция проявляется во всем. В Python у каждой цели есть только один способ достижения, что как бы резко снижает нагрузку на программиста и на читающего код.
Еще одно преимущество Python — это огромное и активное сообщество, которое создает бесплатные библиотеки и модули почти для любой задачи. Благодаря этому программистам не приходится писать каждый раз код с нуля, что экономит время и силы и позволяет сосредоточиться на решении конкретной задачи. Я чуть не уснул, пока это читал. Эту фразу, кстати, за меня написала нейросеть. Эх, до чего техника дошла, уже даже не надо самому сценарий писать. Кстати, нейросети, ребятки, также пишутся на Python, как и веб-приложения, десктопные приложения, игры, да и вообще на Python можно при желании написать все, что угодно, благодаря тому же PIP. Прости, если ты подумал, что это подводка к рекламе. Я это говорю к тому, что если ты вдруг хочешь отвлечься и написать на Python какой-нибудь, интересный проект, то на твой выбор у тебя любая сфера разработки. Захотел веб? Тут тебе Django. Захотел игры? Пожалуйста, привет, Pygame и Arcade. Захотел нейронки? Загуглил, что используется для них, потому что я в душе не знаю, никогда не интересовался. Недавно на моем Discord сервере кто-то выдвинул теорию, что я — это нейросеть, которая делает видео и полностью симулирует человека. Это лишь показывает, насколько это перспективное направление. И пускай пока невозможно такая нейронка, которая полностью симулирует человека, но вдруг она когда-нибудь появится. Надеюсь, достаточно правдоподобно звучало. И как они догадались? В целом, всего, что я сказал в этом видео, уже достаточно, чтобы назвать язык просто великолепным. Но есть еще кое-что. И это динамическая типизация. Да, у нее много проблем. Большие проекты испытывают сложности из-за нее. Но в чем ей не откажешь, так это в комфорте написания кода. Не надо объявлять типы данных. Не надо кастовать объекты. Думать, где у тебя там какой тип лежит. Просто пихаешь данные в нужное тебе место, и оно либо работает, либо нет. В любом случае, узнаешь, работает оно или нет, ты только когда запустишь программу. Да, безопасность такой системы оставляет желать лучшего, но для этого и придумали аннотацию типов, которая решает эту проблему. Иногда. Бывает. Случается такое, да. Вот как-то так. Если ты вдруг новичок и решил из-за этого видео учить Python, то остановись. Это видео как раз скорее является доказательством тому, что Python стоит учить после Java, или какого-нибудь статически типизированного языка. Ведь если я после 3 лет Java испытал такие эмоции, то представь, что будет с тобой, если ты сначала выучишь какой-нибудь статически типизированный язык, а уже потом начнешь учить Python. Страшно представить. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, если тут впервые. А у меня на этом все. Скоро увидимся.